кто появился первым? То есть он просил вас, чтобы вы его наказали. Говорит, меня надо бить палкой. Он не чувствовал боль. Поднимал подушку, туда опорожнялся и закрывал. Господи, ребята. Мы решили сбежать. И вот она у нас даже сбежала. Вот такие вот, мы что-то ему плохо. Расскажите про этот побег. 19 километров они прошли вдвоем. Пешком. От Серпухова до Чехова. То есть ты собрала сумку, ты собрала какие-то вещи. У меня мурашки по коже. Да. Ты что делала? Ну да. Было как бы сложно. Мама тушила, приемная, да, ее забрали из той семьи. Но жестокое обращение, следы на шее были. Всякое, за что можно душить ребенка? Чего только не было. Ну, наверное, они не так воспитывают приемные родители. Друзья, всем привет! Сегодня я приехала в город Серпухов. Я расскажу вам необыкновенную историю семьи, которая уже трижды приняла к себе приемных детей. И, конечно же, каждый из этих детей пережил тяжелейшую травму. Первый приемный ребенок Саша ломал все. Не чувствовал боли, лизал и обнюхивал все предметы. Ну, а младшая приемная Тамара, ее изъяли из семьи за жестокое обращение с ней. До сих пор у Тамары на шее остались шрамы. И совсем недавно эта семья приняла еще двоих детей к себе в семью. Если вы хотите действительно услышать правдивую историю приемной семьи, то дослушайте ее обязательно до конца. Друзья, я думаю, что вы заметили, что совсем недавно я начала вести свой канал, и именно поэтому мне очень важен каждый ваш комментарий и каждый ваш лайк. Я верю, что вы обязательно посмотрите все мои истории, подпишитесь на мой канал. Я все смотрю, все читаю и, конечно же, благодарю вас за то, что вы цените мой труд. Идем к ребятам. Ждут они нас. Идем. Так. Едут у нас. Куда идем? Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте, ребята! Привет! Привет! Здрасте, здрасте, ребята! Это вам. Там есть тортик, такие всякие. Что 2 года назад я вот заметила, что вас было меньше. Намного было меньше. Как менялась ваша семья? Расскажите мне, пожалуйста, кто появился первым? Я. Так. То есть кто самый родился старший? первым? А кто родился первым в этой семье? Да, я. Вот, Тимофей. Я на 2 старше. На 2 года. И год у нас был 1. И когда тебе было 1 годик, мы взяли Сашу. А почему вы решили взять? Ну, у вас родился ребенок, все же хорошо. Мы, когда захотели взять ребенка, Да. начали думать, посмотрели, что, да, зачем, что нам надо, какие документы, какие условия. И для того, чтобы взять ребенка, нам нужна была собственность. И мы стали строить дом. Даже так у вас. Да, мы построили дом. Все, первый этаж у нас был отделан. Я говорю, ну все, можно брать ребенка. И тут я покупаю тест, и я беременная. А до этого Ну все, У нас своя. идея отпадает. все, детей уже не берем. Пока нет. Вот родим, потом будем думать. Когда родился Тимофей, и уже, наверное, полгода ему было. Так. Ну да, она где-то полгода. Полгода ему было, да. И мы все-таки вернулись к мысли, потому что мне доктор сказал, ты чудом родила. Не жди, говорит, второго А ребенка. вы пытались сколько лет? 3 с небольшим, наверное. Ребят, ну многие же, знаете, как вот родили ребенка и успокоились на этом. Ну, ребенок есть, все. Ну как-то вот у нас не успокаивалось почему-то. Что-то не успокаивался, Что-то хотел. мы не доделали. Вот у Ну нас да, было такое ощущение, да? Что вот мы к чему-то шли,
но почему-то вот по каким-то там, или получив то, что хотели, вдруг бросили, но что-то не доделано было. Мгм. Поэтому как бы приняли такое решение. Так, И в 7 месяцев, когда Тиме было 7 месяцев, мы пошли в школу приемных родителей. Он маленький, в переноске. Ну, мы же вообще как бы особо-то и не знали, что да, как-то. Ну да. Почему? Да, можно заезжайте, уточняйте, спрашивайте. Мы Мгм. созвонились там с региональным оператором в Брянске, встретились, нам показали 2 кандидата. Один из них Сашка. Мы вот приехали и сразу определились как-то. и с- Остановились на нем. то есть Да. это первый ребенок, которого хотел вы- семьёнство. Я очень хочу в семью. Саш, ну вот что значит для тебя семья? Что значит для тебя родители? Вот мама и папа, Галя и Женя. Это родные мои. Кому я могу тоже довериться. Ну и тоже секрет рассказать. Это твои самые близкие люди, самые любимые Да. люди. Они много для тебя вообще сделали, как ты считаешь? Да. в жизни? Ну вот что? Одели, обули, покормили. Это самое главное, ты думаешь? Ну и любовь дали. И как бы оформление получилось довольно быстро. Мы посмотрели, нам сказали, ну что, как? В этот же Годится? день, да, дали. Нам А, в этот да? день дали на гостевой режим, мы чему были очень удивлены. Вот Мы- это да. А мы как-то даже и не были Ну да, готовы сразу в этот день забрать. да. Ну, нам на 10 дней там выписали документы. Ой, я еще помню, продукты дали даже на 10 дней. Да вы что, слушайте, как у Паёк всех вот... положено, да. А вот, приехали вот на 10 дней, вот побыли у нас, он потом говорит, давайте вы поедете в Брянск, документы оформите, я вас здесь подожду. Он готов был один дома остаться, ждать, пока там документы Да, ну оформляют. это... А Санька, когда, ты помнишь, да, когда ты сказал, была пятница, я точно помню, была Так. пятница, он сказал, я ему сказал, я тебе в пятницу за тобой приеду. Так. Жди. И он целый день простоял у окна до вечера почти. Я ближе к вечеру, после второй половины дня приехал. Вот. И он был уверен, и мои ребята его дразнили, вот он рассказывал, сейчас уже, наверное, не помню, дразнили его, что за тобой не приеду. Он говорит, нет, за мной приеду. Все. И он не ел, он не завтракал, не обедал, он стоял у окна. В моей семье 3 сестер и 3 братьев. Я, Никита и Тима. Мгм. Сестры Тома, Василиса и Ульяна. Как вы живете все вместе? Хорошо, дружим. Музыка. А это, как вот эта песня? Нет, звезда вот эта вот, она первоклассников будет. Да. Звезды. Знаешь ее? Знаю. Я могу ее включить. Давай, включай. Вон Алиса, где Алиса? То есть нужно было, естественно, гостевой. Через сколько вы должны вернуть? Через 10 дней. Через 10 дней. 10 дней у Да, вас через 10 был. дней. Он себя идеально вел? Ой, я вас умоляю. Нет? А как? И пытался идеально, и не пытался, я не знаю, но как-то, мы опыта не имели. Ну что, у нас лялька маленькая. Ну да. Ну, молодые Знаешь, родители, шестилетний- господи, шестилетний да. ребенок ведет и ведет себя, где-то странно, где-то очень странно. А как странно? Что, Галь, вспоминайте, что было странным тогда? Ой, он сильно испугался пылесоса. Что? Он, когда увидел пылесос, запрыгнул, я не помню, то ли на диван, то ли за диван, куда-то прятался от этого пылесоса. Самое странное было то, что он нюхал вещи. И пробовал на язык, да. Не Да, пробуешь? вот То есть одевает это- одежду, вот понюхал, там, да, облизнул, все, шапку понюхал, облизнул. Ну, то есть, какие-то Так, такие как вы реагировали, Женька? Я даже- Потому что, ну да, потому что как... Как-то мы не сталкивались с таким, нам не помню, чтобы даже на курсах об этом говорили. Ну да, что такое может быть? Ну, как-то особо и сначала не придали как-то значения. То есть он такой на вкус все пробовал у вас? Да. Когда приехала к нам психолог, Да. уже когда его уже оформили, уже Да. взяли, и нам психолог рассказала, что он сейчас ведет себя так, как будто он родился в вашей семье. То есть вот, когда ребенок начинает расти, Да. он же все
Да, кстати, в руки, в рот, да, все в рот. Руки, как пылесос. Маленький ребенок это как пылесос. Он все собирает Конечно, в рот да. и пробует. То есть он познает так жизнь. И вот Представляете? он у нас тоже познавал Вас. Ну да, потому что мы уже когда оформили, мы и бутылочку маленькую давали, и памперс одевали, И соску всё, давали, и да, вот пеленали его. нам сказали, вам нужно провести экстра курс вот от момента рождения. Подождите, а сколько на тот момент Саше было? 6. То есть 6 лет вы его пеленали, соску давали. Он даже памперс учился. одевали. Он учился смеяться у нашего ребенка. Он не А он умел не смеяться. Умел смеяться. На каком инструменте ты играешь? Пока ни на каком пою. Какие песни ты знаешь? Веселый парень. А что это за песня? Ну, всех ребят я веселю. Ну-ка, напомни мне песню, как там? Всех ребят я веселю, унывать я не люблю. Говорят мои друзья, что веселый парень я. Это про тебя, Саш, да? У нас на самом деле, вот когда мы Сашку-то брали, да, это наш как первый опыт, Да, ваш первый. мы тоже от каких-то таких действий его или там от его не можем понять, что ему нужно. У него очень много, большое было какие-то заболевания, оказывается, да, которые были скрыты, О которых о вы... которых мы не знали, о которых там даже в деле не указано. Как итог, у него легкая умственная отсталость с поведенческими нарушениями. Там и трижды он лежал в стационаре психиатрическом, он лежал в институте психиатрии в Москве. Причина еще была в том, что в таком состоянии у него 12 пульпитных зубов было. Ну или там 10, да. То есть настолько много, что врач, который лечил, он говорит, больше не привозите его ко мне. Почему? Я его, говорит, мне руки немножко трясутся, ему должно быть больно, укол делал, еще что, а он этого не чувствует. То есть он вообще не чувствовал боли? Он не чувствовал боли. Причем, когда мы с ним разговариваем, там, хулиганил или еще что-то, а его Саша, когда тебя донести, он говорит, меня надо бить палкой. Ну как вот ответить, да? Ну единственное... Слушайте, а кто... Подождите, ему 6 лет. Нет. Он жил в В кровной семье, там такие были отношения. Там... И он потом, он в детском доме, Всего там по-моему, избивали. несколько месяцев или полгода, что ли, пробыл. Что-то очень короткий промежуток. И при этом он еще успел дважды, или один раз, или два раза его возвращали. То есть брали на гостевой живым, возвращали. То есть он вызывал вот этот огонь на себя, то есть он просил вас, чтобы вы его наказали Да. за плохое поведение. Да. Что себе? Меня надо наказать, как палкой. Ну а вы как вы реагировали? Крапиву. Мы стали искать, Что, палкой, зачем? не знаю. Мы, естественно, мы обращались в психолога. Ну это понятно, что это, да. Службы собрались, ребят, помогите, не знаем, что нам делать. Мы как бы были в какой-то уже момент, что нам делать. А что он творил? Вот вспоминайте, кроме того, что он влезал, Галя, вещи обнюхивал. Слезал, спал на полу какой-то промежуток, не сказать, сползает на пол, сползает. А Он ты-то- знаете, что делал еще? Меня это вообще убивало. Он поднимал подушку, туда опорожнялся и закрывал это место. Да, ну вот как, вот кто-то это не может вытерпеть, да, там, или принимать это, или как. И это часто было? Ну, был период такой. Ой, такой был период. Как можно на это реагировать? То есть как это нужно наказывать ребенка или что делать? Вот Нет, конечно. Нет, ни в коем случае как наказания наказывать? здесь нет. Здесь мы как поступили? Мы когда со всем этим столкнулись, это в короткий промежуток времени, когда он уже понял, что он здесь остается, да, там, мы в первую очередь поняли, что нам нужна помощь. Ну это да. Женя Нет. садился, Не столько брал его на руки, сажал к себе на колено. Я помню, один день был, 1,5 часа он с ним беседовал. разговаривал, доносил. Саша, ты что сделал? Я вот там, зачем ты? Почему? Что тебя побудило? То есть мы тоже... Но он был открыт? Да, Женя, был. То есть он объяснял? Почему нет? Нет. Он ничего не говорил, он не мог объяснить своих действий. Он не то, что не хотел, он не умел. Не умел. Не умел. Да. Да, не умел. Друзья, совсем скоро наступает долгожданный и любимый всеми праздник Новый год. И как всегда, в это время мы задумываемся, что же подарить своим родным и близким. У меня для вас есть отличная идея для подарков. На Wildberries появился новый бренд одежды FOMATES. В нем представлены костюмы женские, мужские разных расцветок, худи, свитшоты, штаны. Это одежда, в которой будет комфортно и уютно каждому. Каждый комплект красиво
упакован. Его можно перевязать ленточкой и подарить на Новый год. Ссылку оставляю в описании. Дорогие мои, с наступающим вас Новым годом! То есть он это делал, не знаю даже как. Как привык он к этому? Когда нам сказали, он близко к синдрому Маугли. Мгм. То есть, когда нам так сказали, мы, да, вот где-то кино смотрели, где-то еще какие-то Да. передачи, немножко понимаешь, что это такое, Ну, конечно. но не знаешь, что из этого ждать и что из этого получится дальше. Мгм. Нам, допустим, психологически, мы в своем опыте первый раз сталкиваемся с таким. А какие навыки у него были? То есть что он умел делать? Он мог одеваться. Он Одеться. заправлял постель. Вот он сейчас спит вот здесь. Мгм. Он встает, это уже его привычка. Он Мгм. встает, сразу шкаф открывает, Так. туда постель складывает, все заправляет Всё, и точно. уходит. Уже по шаблону. Мгм. Да. Он одевался по шаблону. Вот как Так, его научили, Да. так он и одевался. То есть вот как в детском доме приучили, Мгм. Мгм. так он и одевался. Вот как ему дали шар, Автомат, как автоматически так. он все ломал. Не Он- с целью это разрушить, а с целью он не знал, для чего это. Ну, например. Машинку. Вот мы поехали к сестре моей. Мгм. Он ей сломал машинку стиральную. А как он мог сломать? Я не знаю. Вот он там Все что-то, удивляются, как можно было Ну да, сломать. то, что... нажимал, Барабан не крутил, крутится. Что-то А. там, все, может, кто-то туда засунул. Вот других друзей тоже приехали в гости. Он, значит, в стиральную машинку им налил моющих средств всяких разных, положил туда губку и первую попавшую кнопку запуска. И заметили только тогда, когда из ванны, из-под двери пена пошла. И вот с такими сталкивается. В доме у нас теплый пол был, в самом деле, электрический. Да, он разобрал. Он вот этот регулятор, да, там пульт управления, Да. вот это, он все вот это вот разломал. И ему интересно, из чего это, что это и зачем. Мгм. Там же электричество, хорошо, там стал узол, все это как бы вырубилось, там ему не навредило. Но он сломал так, что восстановить это невозможно. А потом, знаете, что делал? Тима маленький был. Мгм. Чем 1,5 года было. И он руками Тимы проверял электричество. Да, он научился вот так вот манипулировать. А давай, говорит, попробовать, что будет. И через Тимофея. Засунь ручку в розетку. Ну хорошо, я говорю, стояли. Вырвало все. Вырвало, узол состояли. Мы же как бы в принципе современные, да, там строили дом. чтобы Резалась всё это- постель. Ну, Он резал? Он Нет, резал. Тимофей. Тима резал, а он эти грыз эту постель. Если нравится, что... Чего только не было. Я же говорю, что Стулья погрыз. стулья грыз. Просто вот как этот самый повернулся так вот и грызет. Но у него есть такая черта. Он хочет и хотел всегда быть в семье. И он готов меняться. Вот это важно, кстати, да. Что если реб- Такая настолько черта у его удивительная. Мгм. Он сам этого хочет. Он не знает, как это сделать, Мгм. но он это хочет. Желание есть. Да, Да. да. Ну и в принципе, вот все, что мы сейчас имеем на сегодняшний день с ним, это не без его усилий. У него была жуткая ревность. Вот именно А кого он ревновал? К Тиме, к Тимофею, Тиме. папу. да, Да. сильно ревновал. А как это Он проявлялось? хотел быть один. Ну, понятно. Он чтобы его только скинул его... со второго Со второго этажа. этажа по лестнице. Хорошо, у нас лестница крученная, там. Господи, ребят, вы рассказываете, у меня Ну, вот дыхание вы перехватывает говорите, каждый да, раз. потому что он делал, и что ему отказаться. Вот как не отказаться? Шел Тимофей лес, он же маленький. Ага. И Тимофей боялся высоты. И он держится за лесенку. Ну, за Тимофей. ступеньки А поднимается. Саша идет, и знаете, вот он смотрит, где я, а сам берет его и ногой раз и скинул ему. Да. И тот полетел кубарем вниз. Тут самое главное еще, как на это среагировать, да, и как повести себя взрослому человеку. То есть взрослые люди, естественно, сразу можно там, разозлиться, не знаю, и выплеск агрессии, может быть, все что угодно. То есть тут себя нужно все время, вы себя все время сдерживаете. Приходится. Ну, стараемся. Ну, то есть вы не можете эмоционировать. Нет. Вы можете себе позволить? Кричать могу, Можете. там, и потопать могу, там. Я его на тот момент... Покраснеть. я куб- Ну, да, Это всё да. На естественно. тот момент я его так вот за плечи взяла и вот так вот трясу. Ты что делаешь? Ну, да. А он? Он на меня смотрит и рыдает. Он просто, плачет. Ну, вот такие вот мы
что-то ему плохо, ой, к нам скорая, а скорая не выезжала, то нам плохо, то ему. А вызывали скорую, да? Конечно. А, вызывали скорую. Там Скоро, даже ну, сообщали, что ребенок упал. Да, и Головой. ребенка, и все, но нам надо было сразу и обследовать, и все это дело, поэтому мы реагировали молниеносно на все вот эти вот случаи. Ну и сразу, конечно, к психологам обращались. Я говорю, как быть в этой ситуации. Мгм. Но нас, конечно, сдерживали, чтобы мы не отказались. Ну, потому что... Мгм. Репутацию никто не хочет, Да. знаешь, говорить, да, Ну да. статистику портить. Объясняли, говорили какой-то период у ребенка. Я сейчас уже не вспомню конкретно, как это все называлось. Да. Но было как бы сложно. Но с помощью психологов мы работали с ним. Тут да. еще такой момент, мы друг друга с Галей очень сильно на этот счет поддерживали. То я говорю, все, отказываюсь. Все. Ничего не хочу. Достало. Сложно. У меня работа. Я, допустим, вот в транспортной логистике Да. работаю. У меня своего там хватало. То есть было такое, что срывались, и что вот все просто вот не хочу вообще. Женя, все, успокойся, давай иди, сходи, отдохни, давай. Ну, вы как две половинки одного целого, да, вот так Все, у поддерживаете. меня давление, вызывай мне скорую. Все, отдаем их. Возвращаем Как все, обратно. надо, говорю, успокойся, так, ну-ка быстренько. Все ушли, да? Все уже, дайте привести в чувство. То есть, друг друга Он очень важно поддержка. сильно поддерживать. Конечно. Ребят, но вот я всегда удивляюсь в неуспокоенности приемных родителей. То есть вроде бы как все опять, да, Саша нормально, все в семье, уже как-то он так втянулся в этот процесс, да, он с вами обжился и уже чувствовал себя родным. И вы все равно как-то посчитали, что у вас еще есть ресурс, вы еще кого-то маловато вам. Нет, здесь нагрузки второй этой. момент. Мы думали о том, что расширяться, нам не расширяться в этом плане, да, там нам предложили. Мы сказали нет. То есть вы не искали сами? Так, чтобы прям вот искать или там иметь в этом цель, нет, а просто когда там Нас общались, спросили, говорят, вы как вообще? планируете, не Будете? планируете, не знаю, если будут какие-то, то предложите там. Да. как-то. Пока четко понимания не было, что да, нужно. Нас спросили, мы подтвердили, как бы можно попробовать. Да. Так. И кто вам позвонил? Кто вам предложил, Тамара? Опека. Том, смотрю на твои рисунки и любуюсь. Неужели это все ты сама нарисовала? Да. Как давно ты занимаешься? Это у тебя заяц какой-то? Да. Да? Слушай, такой веселый заяц. Как давно ты уже занимаешься рисованием? 2-й год вот пошел. Тебе нравится рисовать? Да. Это мое самое любимое дело. Любимое дело. А что тебе, скажи, вот больше всего нравится в рисовании? Ты можешь, не знаю, фантазировать и придумывать какую-нибудь картину? Да. Можешь? У тебя такое бывает? Ну да. А кого ты больше всего любишь рисовать? Людей или лес, или там Природу. пейзажи? М? Пейзажи. Пейзажи любишь? А что за история, Галя, у Тамары? Тамара была уже Откуда в приемной она? семье, Так, ага. но за жестокое обращение ее забрали из той семьи. Но жестокое обращение, Это как же ужасно. нам Что значит за рассказывали, жестокое обращение? как нам рассказывали, что мама ее душила. Приемная. Да, приемная. Но мы ее забрали, у нее даже следы на шее были. Там не полная приемная семья. То есть там одна мама? Там одна была мама. Так сказать, что все дети послушные, нет. Но вот она не выдерживала вот этого непослушания и поведения. Из истории ребенка мы знаем, что в садике она... Жалобы были из садика, из школы, одета не по размеру, на новогодние там или еще какие-то там на подарки никогда не собирали, не участвовали, не сдавали. То есть в жизни ребенка... Так-то она, в принципе, финансово состоятельна. Тамара одна была у нее приемная? Да, да, Одна была? да. У нее умер сын Ага. мамочки. Это как бы получается, И она восполнила. восполнила свою потерю другим ребенком. То, И, что, в наверное, не принципе, получила то, что... желала. Да.
Поэтому вот, как бы... Как можно? Она же совсем маленькая была. Я не представляю, за что можно душить ребенка. Нет, это было 8 лет. 8 лет ей уже. 8 лет. Но Тамара, она сама по себе такая интересная девочка. Очень, сложная. Мгм. Она очень медлительная. И она действительно, если она кушала, она, знаете, как будто бы давилась. Но мы поняли, в чем дело. Просто было невкусно. Мгм. Она у нас тоже какую-то кашу ела. Я смотрю, она прямо как будто бы давится. Так. Я говорю: Том, ты не хочешь? Хочу. Мгм. Но ест вот как будто бы С давится. отвращением, с таким, вот, как будто Я вот говорю: не так, лезет. все, оставь. Но Оставь. при этом... А потом выяснилось, она потом уже раскрылась, сказала, что невкусно. То есть ей невкусно, она это не хотела, а думала, что ее заставлять будут или что-то вот. А там, Из-за- получается, она ее заставляла. Ну, то, что может быть не то, что невкусно, а вот то, что не нравится ей непосредственно. А да, что что Она не то- хочет да. делать. Она не хотела ничего делать, она просто гуляла. Потом она не хотела мыться. Такие вещи. Я Мгм. думаю, что она за это ее наказывала. Потому что Ну когда да, скорее я всего. сама лично с ней общалась, она говорит: я воспитывала ее так, как воспитывали меня. Ну, в принципе, понятно. Я поняла, Да, почему она да. так срывалась на нее. Но, видать, у нее было тоже эмоциональное выгорание, и она не знала, как с этим справляться, и вот вымещала как бы свою... А ее судили? То есть, как Да, Да, был да, суд. да, да. Галя Её ездила. чистила. Галя ездила на все суды. Да, осудили ее, там административный ей штраф. Мгм. Ну, а действительно следы наши Да, остались. Да, следы от побоев были. Да, были. были. Там не такие сильные, но были. То есть, как факт Как установлен. говорила мамочка-то, что говорит, это кофтой. Она и сдирала с нее кофту. Я говорю: как можно было содрать кофту, что такой след большой остался на шее. Вот. А Тома сказала, ногтями, то есть она ее за горло. То есть она еще помнит это все? Да. Там, 8 лет ребенка. Но тем не менее, вот она ее простила. И так как она там была одна, и вот она у нас даже сбежала и побежала туда к ней. Том, расскажи мне про семью, в которой ты живешь уже сколько лет, получается, 6? Ну, где-то с 8. Примерно где-то. Ну да, вот расскажи вообще, какие у тебя отношения сложились с родителями? Насколько доверительные, насколько ты можешь, не знаю, там с мамой поговорить? Только честно. Ну, я Особо не разговариваешь? Да. Да, не раскрываешься? Нет? То есть особо не любишь так все свои тайны рассказывать? Ну да, А почему? не знаю. Такого нет доверия? Да? Но ты ее любишь, как уважаешь, как взрослого человека, Ну как да. наставника? Да? А скажи, в семье жить насколько трудно, что ли? Насколько сложно вообще? Подчиняться каким-то правилам, должны быть какие-то обязанности? Да, делиться надо с маленьким. Так, подождите. Она когда сбежала? В этом году. Она побежала к той маме? Да. Расскажите про этот побег поподробнее. То есть что, это была какая-то спланированная история, да? То есть она об этом думала? Ну, как потом разбирались в этой истории, то, что она взяла с собой мешочек, что-то приготовила с собой взять, там сменила одежду, кепочку надела. Наверное, это все-таки устанавливали, когда это спланировал. Это было на Пасху. На Пасху. Мы по воскресеньям ездим в церковь. Да. И в этот момент, в этот день, мы ее не взяли с собой, оставили как наказание. Вот. И она знала, в какое время мы возвращаемся. Так. И только мы вышли, потом как по камерам уже определили, и где-то через полчаса Она тоже ушла. Вышла. Вышла. наспех собралась и убежала. И прихватила еще с собой Василису новенькую. И мобильный телефон, она его То есть она отключила. еще и девочку младшую взяла. И еще маленькую. Младшую, да. вот, Подговорила. Давай со мной. А куда они пошли? То есть какой у них был план? Она хотела пойти туда вот к тете Кате. К бывшей приемной родительнице. Она пошла к ней. Пошла пешком. Отключила телефон, чтобы мы ее... Ну, понятно. Ну, не отследили, не проследили, да. 19 километров они прошли вдвоем. Пешком. Они так устали.
Но самый благоприятный момент, что нашлись водители, которые их подвезли. У меня мурашки по коже. Да, и довезли, видя, что дети, говорит, мы вас довезем прямо до места, куда вам нужно. Это пожилая пара была, это была пожилая пара с москвичей. Это еще слава. Да, они бдительность такую вот проявили, что Да. нет, вы скажите, куда мы вас сдаем. Они понимали, что что-то не то. Они вот сошли, их подвезли, как потом итог, да, мы искали совершенно на другой стороне, потому что она с маленькой девочкой бежала, это вот как раз мы только их взяли, там, не помню, с какой, совсем короткий промежуток времени было. Вот. И мы подумали, что Василиса все-таки, потому что здесь есть родственники рядом у То есть нее. Василиса, думали, что Да, и по их родственникам давай здесь бегать искать. То есть мы совершенно в другой стороне, потому что мы никак не могли не подумать, что это Тома. В итоге, когда она прибыла, куда она хотела, она к этой тете Кате не дошла. Она поняла, что она ей там не нужна. И она пошла к соседке, к подружке, раньше с которой она дружила, рядом с тетей Катиным домом. Я говорю, Тома, почему ты хотела тетю Катю, я, говорит, хотела навестить ее, посмотреть, как она. Как она живет без меня. Вот какой-то вот такой вот, да. что она якобы какая-то вот прям особа, Да. без которой там тетя Катя как-то не что она проживет. пожалела. А расскажи, что случилось? Можешь рассказать мне, можешь поделиться? Почему ты не мил, почему ты решил уйти? Это была Пасха, вроде бы. Да, правильно, Пасха, да. И мама сказала то, что она нас с Васей оставила дома, чтобы мы убрались. Я в одном случае захотела к своей подруге поехать и не хотела убираться. Поэтому мы решили сбежать. А, мама сказала, что ты подготовилась к побегу. Да? То есть ты собрала сумку, ты собрала какие-то вещи. А куда ты хотела уйти? Куда ты планировала уйти? В Чепелёво. Это что? А кто там? Там моя подруга. Так. И ты хотела у подруги у этой остаться? Ну, хотела бы повидаться. А что, скажи, тебя не устраивало? Почему ты хотела уйти из семьи? Ну, на тот момент я просто немного поленилась убираться в своей комнате. Такой был протест. То есть ты решила доказать родителям, что ты не хочешь убираться и не будешь убираться? Да? Да? Да, Так, но ты же пошла не одна. А с кем ты пошла? с Васей. То есть ты еще взяла маленькую свою сестру. И куда вы пошли? Вы поехали на автобусе или вы пошли? Мы пешком шли. И сколько вы шли? Не помню, но где-то ближе к вечеру мы вернулись. Мама сказала, что вы 19 километров шли. Ну, от Серпухова до Чехова. Это очень много. А вы шли по трассе? Нет, не по самой трассе. По дороге. По тропинке там. Угу. И кто вас нашел? Кто вас увидел? Вася не захотела дальше идти, поэтому мы стали машину поймали. Так. И кто остановился? Кто был в машине? Там семья одна была. Так. Там бабушка была какая-то, потом дяденька и мальчик. Угу. И что они вас спросили? Ну, они начали всякие вопросы задавать. А потом они нас подвезли к Ритиному дому, там остановились и уехали. Угу. И как вас родители нашли? Ритин папа позвонил с моего телефона моему папе, маме. И потом мы у них побыли, пообщались. У меня даже Ритин номер я взяла. И потом домой поехали. Говорит, я уже выросла, Да. я хотела пожить отдельно. Отдельно. Да, потому что после этого мы как-то разговаривали. Вы обнаружили ее. Соседи, у которых она там была, у подружки, они у нее спросили, они же знают, что она приемная, они знают, что там деревушка тоже была маленькая, там все прекрасно знают. Они говорят, дай связаться с родителями, которые у тебя сейчас. Ну, она, естественно, дала телефон, тебе позвонили, и мы приехали.
И с опекой же. Я уже съездил с нашим куратором, с опекой по всему городу. Мы бегали. Сколько часов прошло с момента побега? Ну, наверное, часа 3 где-то точно. Мы вот уже бегали, искали. Уже все, уже собирались идти. Уже было часов к 5 вечера или к 7. И мы уже хотели писать. Да, к 5 вечера было уже. И тут нам звонят. Так и так. Вот Тома у Ваши нас. дети нашлись. Да, Говорит, да. такая история. Подъезжает машина, и из машины выходят 2 девочки. И одна маленькая, а вторая большая. Я говорю, Тома и Василиса? Ну да. Вы, говорит, в курсе? И мне сразу... И мы все, слава богу, нашлись. Женя, Всё. скорее. Я говорю, никуда, говорю, не отпускайте их, пожалуйста. Да у нас, конечно, был шок. Вот Да, я сейчас Ну, вспоминаю. у меня тоже мурашки по коже. Ребята, вы скажите, вы вот какой вывод вы из всего этого сделали? Какой-то разговор с ней состоялся? Ну, естественно, разговор. Конечно. Почему, И зачем? разговор. А все довольно-таки просто, что ребенок хотел проявить своевольность и увидел, что проследил, где узкое, это слабое, так сказать, место есть, да, там, где можно что-то сделать самостоятельно, думая, что это все останется безнаказанно. То есть они понимали, что ну что мне сделают? Что они мне сделают? Но когда мы сказали, что у тебя теперь разговорчик с психологами, у тебя теперь разговорчик с ПДН по делам несовершеннолетних, у тебя теперь ответственность за твой поступочек, ты будешь теперь разъяснять, зачем, почему и как. В сопровождении с мамой. Теперь ты в сопровождении ушел в школу, у тебя не будет самостоятельной прогулок теперь без... То есть, а когда она вот это все на себе ощутила, Осознала она? ну да, она тут плакала, что вот я неправильно поступила, а что мне теперь делать? Я говорю, выбирай сама. Да. Выбор за тобой, как ты хочешь дальше. Мы вас, говорю, слышим, вы хотите что-то, мы вам это предоставим. Вы хотите свободы, вы хотите телефона, вы хотите того, вы хотите всего. В рамках дозволенного, и чтобы это не было во вред, мы вам это позволяем, мы это разрешаем, мы это допускаем. Но вы на голову не садитесь. Ну, то есть разговор довольно-таки конкретный, серьезный был. И в дальнейшем вот мы собрали всех остальных, спросили, кто еще хочет побежать? Да. У кого еще есть? И это не один день был разговор такой. Да, это месяц мы... Я говорю, давайте, говорю, везде, до да. побега, говорю, чтобы этого не было. Кому здесь плохо? Да, Кого сразу не давайте, устраивает? да. Я говорю, Сразу сейчас... все начали говорить свои недовольства. сразу пошло, конечно. Я Мне недоволен вот это тем. не нравится. Вот вы дали свободу. Да. Открыли Хорошо. ящик. Вы хотите все сами. Денежки сами. Хорошо, вот тебе денежка. Иди покупай себе продуктов. Да. Ой, не забудь, я сейчас высчитаю электричество, сколько тебе надо за водичку. Сейчас мы все поделим, мы сейчас все... Объясните, всё. да, детям, они же этого не понимают. Вот это не только объяснить. Мы даже дали несколько дней попробовать. Иди поработай. Иди. Найдешь работу? Ну, ты вот в своем возрасте найдешь работу. Ты говоришь, я самостоятельная, я выросла, я хочу жить одна. Да. А ты готова? Ну, давай, вот в рамках как бы семьи у тебя отдельный угол. Я тебе выделю денежку, но которую ты заработай. Вот тебя сейчас там, я говорю, принимайте на работу, наводи там порядочек, следи за тем, следи за этим. Я готов платить сумму, обговорим. Условились. На 2 дня не хватило. А с Томой есть такой момент, что вот мы говорили, да, Саша хотел семью. Тома до сих пор хочет одна быть. Она не хочет. Нет, да, она не то, что одна хочет, она хочет вернуться к папе своему и изменить его. То есть поменять его. У нее папа же. У нее есть Да, папа. у нее жив папа. Она его помнит, но он алкоголик. Вот. И она говорит так, что вот когда мне станет 18 лет, я вернусь к нему и сделаю все, чтобы он не пил. Ну, хорошая мечта. Да, но дело в том, что когда вот разговоры детей, они между собой разговаривают, он говорит, ой, я останусь, там с родителями вырастут, я останусь. Тома все говорит, я не останусь. Прям вот она это выделяет. Слушайте, никогда, вот я разговаривала Я не с Томой. останусь. Да. Не сказать. Никогда не Нет, скажешь, что этот ребенок может так сказать. Да. А сказать, что это обидно? Нет, не обидно. Я ее прекрасно понимаю. Она хочет к отцу, в семье, к своей, да, все. Тома, кем ты хочешь стать в будущем? Водителем скорой помощи.
Так, вот это вот у тебя желание. Ты хочешь стать водителем скорой помощи? Да. А почему так решила? Именно водителем? То есть ты не врачом хочешь Ну, стать? я сначала хотела врачом, но врачом у меня не получится стать, поэтому я хочу быть хотя бы водителем скорой помощи. А почему у тебя не получится стать врачом? Почему так решила? Химика. Химия? Да. То есть ты думаешь, что у тебя химия не сможешь? Она как-то вот хочет к папе, но я говорю, ты понимаешь, вот не научившись многим вещам, которые тебе нужно научиться, да, ты не получив образование, не поняв, что нужно уход. Вот отец, говорю, тоже будет пожилой. Вы в грязи, говорю, там зарастете, все получается. Да. Ты не будешь работать, он ничего не хочет работать, да, там ты хочешь его изменить чем? Ты сама ничего не хочешь делать. Ты не хочешь убраться, ты не хочешь помыться, ты не хочешь навести порядок, ты не хочешь ухаживать за собой. У тебя все для этого есть, но у тебя нет желания, и ты не хочешь приобретать для этого навыки. Ну да. И какой помощи ты можешь помочь отцу? Ребят, ну получается, что сколько ребенку не давай, да, не обнимай, не прививай, не знаю, там, не отдавай, да, опять же, получается, все равно ребенок будет в любом случае думать о своей свободе, он будет думать о своих кровных родственниках. Слушайте, кто это у вас такой? Идите ко мне, ребята, идите сюда. Это кто у вас такой в семье? Еще один член семьи, какой хорошенький. А сколько ему? 1,5. 3 месяца, да? Такой маленький, такой хороший. С кем он спит? Со всеми. С нами спит, он у мальчиков. Да, И у девочек, может, и у родителей. Ну, очень часто у нас спит. Он такой какой-то спокойный, да? Спокойный, да, он так. еще родителей лечит. Лечит родителей? Да, он на шею ложится, когда я... Такой хороший. Еще он сосет руки. Да ты что? Как молоко. День, потому что 1, 3, 4, 5, 6 человек. Одного нужно отвезти в школу, другого в школу, А мы сами третьего... в школу ходим, мы сами. Так, ну-ка давайте, вот как утро начинается? Кто вас будет, мама или папа? Мы сами начнем. И мама, и папа, и да, мы сами. Так, как будет? Наверное, воду на вас так выливают. Нет. Или кричат, быстро встали все. Говорят. А как они говорят? Встаем, дети.
Да? Что-то вроде. Что-то вроде. Или так, Бывает по-разному. Подъем! Бывает, что подъем, быстро проспали, быстро И так тоже бывает и быстро, и надо мгновенно. Так, ну я же знаю, как дети. Вот утром один лежит, еще не хочет Нет, у нас, вставать. кстати, таких, чтобы полежать, нету. Мы как бы всех приучили. Ну, у нас Тома любит, конечно, поспать. Но подъем значит подъем. Встают все Так. сразу. То есть встали, а пока один его заправляет, у нас 2 санузла. Двое умываются, да, там двое там в туалет ходят. Так. Одни оделись, поменялись там, да. Так, вы, получается, брат и сестра. Да. Вы очень похожи. У вас красивые какие-то, я не знаю, какого цвета. У меня зеленого, я смотрела. Зеленые, да. А у тебя тоже Коричневый. коричневые, да? Расскажите мне про свою семью. Кто главный, кто Папа главный. папа главный? Когда папы нет, то мама главная. Когда мамы нет с папой, то тогда главный Саша. Когда Саши нет, то тогда главная Тома. Когда Тома нет, главный Никита. Когда Никиты нет, главная я. Когда меня нет, главный Тима. Когда Тима нет, главная Ульяна. Когда Ульяны нет, главная Все это идет от сверху снизу. Ребятки, что для вас значит семья? Вот расскажите мне в вашей жизни. Насколько она вообще нужна детям, семья? Родители, мама, папа. Дети без семьи не могут жить. Дети просто так не валяются на дороге. У них есть семья. Так. Ну, если не родная, то приемная. Угу. А зачем родители, скажи? Вот зачем они нужны? Они одевают детей в школу. Так. Они делают лучше. Так. С родителями хорошо. А что они делают лучше? Ну, они куда-то там записывают. Помогают собираться. Угу. Еще они помогают не опаздывать, чтобы никуда не опоздать, они будут. Угу. Почему-то вот на все важные мероприятия я встаю, а вот в школу что-то я не хочу, я сплю дальше. Я так понимаю, что дети многое видели в своей жизни. Да, И они очень много чего видели. переносят ли они это в вашу жизнь? Привносят? И насколько сложно с ними? Ну, да, наверное, да. Сложно, на самом деле сложно. Вот этот год, он То есть вы не первый. думали, что так будет тяжело? Нет, не предполагали. Не то, что не так тяжело, они ожидали того, что как бы вот происходило, что Насколько дети произошло. поломаны. Да, насколько... Психика сломана. То есть психика сломана. Да, я не знаю, как правильно сказать, с психикой ли это связано, не с психикой ли это связано. Да? Там дети в своем очень юном возрасте видели развратные вещи, которые они видеть не должны были. И знать о них не должны еще. Далеко до взрослого возраста. То есть, да, и они это воспроизводили у нас, находясь уже у нас в семье, но не с нашими детьми, а вот между собой. Но некоторые дети стали этому свидетели, поэтому тут... А как с этим жить? Как с этим работать? Ну, естественно, мы психологи, и не только психиатр. Естественно, что это должен быть, знать об этом психиатр. То есть обращались туда, назначали там и консультации, и проводились беседы, работа психолога. Регулярные причем, да, и целенаправленные, чтобы выявить причину, почему, что, как, и нам сказать, где нужно проявить особую бдительность, как мониторить, как предвидеть, да, допустим, эти ситуации, для того, чтобы это как бы искоренить в быту. То есть, чтобы это в будущем не повторилось. То есть, они должны понять, что это плохо, это нельзя, это неприемлемо, и дать им ощутить, что вновь у вас не получится сделать это здесь или как бы вот в этой семье. То есть пока сказать, что получается, наверное, рано еще, но, слава богу, инцидента больше не было. Но вот говорить о том, что результаты достигнуты, рано. Говорить о том, что у них адаптация прошла, тоже рано. То есть они под чутким наблюдением не только нас, но и служб сопровождающих семей. У них какая история у этих детей? Да, наркомания.
Семья неполная, асоциальный образ жизни, дети беспризорничали, дети не занимались детьми, бабушка там какое-то воспитание, кормление, и все. И вот как бы таким вот образом ее лишили родительских прав. Ее не лишили. Ее сначала ограничили. Когда она попала у нас, они были ограничены. И уже, когда были дети у нас, уже лишили. Да. Да. Полгода у нас они были без статуса. Вот, после того, уже как... опыт ресурсной семьи. Таким вот образом, их 4, один маленький совсем, по-моему, то есть по разным семьям. Да, вот их 2 решили не разъединять, потому что вроде бы возраст близкий друг от друга. И вот нам предложили, мы согласились. Как этот год у вас прошел? Сколько? С учетом побега, новых детей, это было очень насыщенно, очень стрессы были, да, и год тяжелый, год непростой. У вас есть какая-то мечта уже, ребятки? У меня есть. Я не знаю, где место. У тебя много мечт? Давай, делись. Одной хотя бы поделись. Хочу уехать за город. Так, и жить за городом? Да, и дом там построить. О, слушай, как здорово. Свой бассейн. Так, еще какая-то. И еще я там построю баню. О, так. Еще не знаю, может быть, огород посажу. Молодец. Ну а ты, красотка, мечта. Давай про мечту свою расскажи. Мечты еще. Еще нет никакой мечты. Ну смотри, скоро Новый год. Что ты будешь, какое желание будешь загадывать Деду Морозу? Еще не придумала? Вообще Дед Мороз не существует. Кто тебе сказал? Это только мама и папа. Папа Дед Мороз, а мама Снегурочка. Это кто тебе такое сказал? Я знаю, потому что Дед Мороз — это детские выдумки. Нет. Дед Мороз... Да что, Дед Мороз, он же настоящий, он же волшебник, он существует. Сколько раз я уже видел ненастоящих Дед Морозов. Где ты мог видеть? Он же из леса приходит. Когда я был в центре. Там был Дед Мороз, но там было слишком тепло, и он не таял почему-то. А он должен был растаять? Дед Морозу жарко же. Ему надо специальный морозильник. Я чувствую, что у вас еще есть ресурс. Да, еще есть у вас, мне кажется, ресурс. Есть, но поэтому мы, в принципе, как бы и дополнительный курс-то прошли. То есть, подождите, у вас какой статус? Статус приемная семья. Да, мы статус приемная семья. И мы последний, как бы, вот в этой стадии, да? Вершина. Вершина, да. Вершина — это на детей, как вы правильно говорите, я уже забыл. Теперь только детей на передержку, на ресурс. Как ресурсная семья. То есть самая сложная стадия семьи, приемная, это ресурсная семья. Во-первых, почему? Потому что дети временно приходят, и дети разного возраста. Ага. То есть это как бы неизвестно. То есть они могут у вас временно пожить, а потом их отправят в приемную семью, либо либо у нас останутся, если там какие-то есть к этому способы. Но в основном как бы эта сама программа подразумевает того, чтобы временно принимать детей, изъятых из семьи, не помещать их, чтобы они как бы не ощутили на себе жизни детского дома, там, или что-то вот такое, чтобы сразу как бы попадали из неблагополучной семьи в благополучную семью. И у меня вот на прощание хочу вам задать такой вопрос. У меня называется мой канал «Неравнодушный канал» Галины Теряевой. Вот в вашем понимании, что такое неравнодушный человек и равнодушный человек? И к какому классу вы себя относите? На поверхности, но все наверное, точно неравнодушные. Да, это однозначно неравнодушные, но при этом не пытаемся навязать лишнего или там чего-то того, что как бы может быть показаться лишним. Да? Но если человек видим, что нужен помощь и принимает эту помощь, конечно, будет неправильно не оказать. Да, либо совет, либо помощь, либо поддержку, общение там какое-то. Мы всегда за. Галь, неравнодушный это какой человек?
Это вот неравнодушный Галя. Он все сказал. Так вопрос на засыпку. Ну, в общем, ребят, благодарю вас. Вы действительно неравнодушны, у вас такое большое сердце. Надеюсь, что ваш опыт многим людям действительно будет на пользу, многие послушают, и я надеюсь, получат много полезной информации. Ну, мы тоже на это надеемся. Да, спасибо. Ровно дышать точно не получается. Не получается, да. Друзья, спасибо вам большое, что вы досмотрели эту историю до конца. Не забывайте подписываться на мой канал и обязательно ставьте лайки. Друзья, и оставайтесь такими же неравнодушными. Ну, вот